Всем привет! Меня зовут Ксения, и вы на моем канале Бани Тильда. Предлагаю вам связать вот такое платье для заек, ну и либо для любой другой игрушки ростом 32-35 сантиметров. Вяжется оно полностью крючком, сзади на двух пуговичках, ну и также лента. Задекорировала я цветочками. Вы можете, конечно, подобрать любой другой декор. Также я его вязала с розовым цветом. Если вам нравится такая моделька платья, приглашаю присоединиться. Вязать я это платье буду из пряжи Карамелька, серия Baby. Это стопроцентный акрил. Здесь в 50 граммах 175 метров. Цвета я возьму желтый и серый. Вязать я буду крючком номер 2,5. Также мне понадобится 2 пуговички. Для декора я взяла 3 вот таких цветочка. Также мне понадобится лента, тоже для декора. Ну и, конечно же, иголка и ножницы. Для начала давайте наберем цепочку из 28 воздушных петель. Набрала я цепочку из 28 воздушных петель. Теперь я наберу еще 2 воздушные петли подъема. Раз и 2. Теперь в третью петлю от крючка вяжем 1 столбик с одним накидом. То есть первый. Дальше второй. И третий. Две воздушные петли подъема нам заменяют столбик с одним накидом. То есть у нас сейчас получается здесь 4 столбика с одним накидом. В следующую петлю вяжем следующую комбинацию. 2 столбика с одним накидом. Первый. И сюда же второй. Далее вяжем 1 воздушную петлю. И сюда же в эту петлю вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше по цепочке вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Следующую петлю вяжем такую же комбинацию. 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. 1 воздушную петлю. И сюда же 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Далее 8 столбиков с одним накидом в каждую петлю цепочки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. И опять вяжем нашу комбинацию из 4 столбиков с одним накидом и воздушной петли. Первый столбик, сюда же второй, одна воздушная петля и сюда же 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше вяжем 4 столбика с одним накидом в каждую петлю.
скользит. Первый, второй, третий и четвертый. И опять вяжем нашу комбинацию с 4 столбиков с одним накидом и одной воздушной петли. Раз, сюда же второй, воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. И заканчиваем этот ряд 4 столбиками с одним накидом. Раз, два, три и последний, четвертый. Это мы провязали с вами первый ряд нашей кокетки. То есть вот это получается у нас перед, 2 рукава и 2 планки на спинке. Вяжем второй ряд. 2 петли воздушные подъема. Разворачиваем наше вязание и вяжем до нашей вот этой арки из одной воздушной петли. Этот мы уже столбик провязали, вяжем в следующий, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. А под эту арку из одной воздушной петли будем вязать нашу комбинацию из 4 из 4 столбиков с одним накидом и одной воздушной петли. Прямо в нее первый столбик, второй, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Дальше вяжем петлю рукава. Вот этот столбик не пропустите, эту петлю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. И опять под арку вяжем 4 столбика с одним накидом и одной воздушной петли. Раз, два, воздушная петля и сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. Дальше вяжем петли переда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
И опять в эту арочку из одной воздушной петли вяжем нашу комбинацию. Первый столбик, сюда же второй, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше петли рукава. И опять наша комбинация из 4 столбиков с одним накидом. Первый, второй, 1 воздушная петля и сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше петли спинки. Раз, два, три, 4, 5. И так как у нас 2 воздушные петли, это тоже столбик с одним накидом. Во вторую воздушную петлю подъема провязываем также 1 столбик с одним накидом. Не забывайте про него. Итак, это мы связали 2 ряда нашей кокетки. Нам нужно связать таких 4. Я думаю, вы принцип поняли. То есть вяжем мы всегда столбиками с одним накидом до нашей арки из 1 воздушной петли, и в нее провязываем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. То есть 2 ряда мы провязали. Провяжите самостоятельно еще 2 таких ряда. Я думаю, тут ничего сложного нет, и все понятно. Итак, провязала я 4 ряда нашей кокетки. Теперь нужно сформировать рукава. То есть это будет выглядеть вот так. Вот это наш рукав. Для этого набираем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. Разворачиваем вязание. И теперь в каждую петлю предыдущего ряда вяжем столбики с одним накидом до нашей первой арки. Так, это первый столбик. Это второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И теперь в нашу арку вяжем 1 столбик с одним накидом. Далее вяжем 5 воздушных петель подъема, подреза. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вот во вторую вот эту арку, то есть вот нам нужно соединить, вяжем 1 столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. Дальше вяжем также столбиками
с одним накидом до следующей арочки. Довязала я для следующей арочки. Теперь в эту арку вяжу столбик с одним накидом, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, и уже в следующую арку вяжу столбик с одним накидом. Все, мы отделили практически рукава от переда и спинки. Теперь до конца ряда также вяжем столбиками с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Не забывайте вязать столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю подъема. Довязала я этот ряд. Вот что у нас получается на данном этапе. Наша кокетка почти готова. Следующий ряд вяжем столбиками с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. 2 воздушные петли подъема и до конца ряда столбиками с одним накидом. Петли подреза также вяжем столбики с одним накидом. Я довязала до петель подреза, разворачиваю их себе, чтобы было удобно, и тоже в каждую петлю воздушной цепочки этой провязываю по одному столбику с одним накидом. Можно, в принципе, и вязать не петлю подреза, а прям под нее. Ну, мне так нравится больше. Так. И вот 5-я у меня. И теперь продолжаю также до конца ряда. Итак, вот что у нас получилось на данном этапе. Наша кокетка готова. И в следующем ряду мы будем формировать наши дырочки под ленточку. Вяжем 2 воздушные петли подъема, плюс еще 1 воздушная петля. Разворачиваемся и вяжем не в следующую петлю основания, а через. То есть ее пропускаем. Вяжем столбик с одним накидом. Далее вяжем 1 воздушную петлю, опять 1 петлю основания пропускаем и вяжем в следующую столбик с одним накидом. И так будем вязать до конца ряда. Опять воздушная петля, 1 столбик основания пропускаем и вяжем в следующий столбик с одним накидом. Опять воздушная петля и через столбик с одним накидом. И так до конца ряда. Так, я довязала. Теперь сделала связала воздушную петлю, и теперь наше вязание соединяем в круг во вторую воздушную петлю подъема. Вот так. Дальше вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли подъема. Под арку вяжем 1 столбик с одним накидом. И в столбик предыдущего ряда также столбик с одним накидом. То есть весь этот ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом. 1 под арку,
1 столбик, 1 под арку и 1 столбик. И так до конца ряда. В конце ряда мы будем уже присоединять нить другого цвета. Если вы, конечно, также вяжете двухцветное платье. Это что ж такое? Довяжите этот ряд до конца. Итак, я довязала почти этот ряд. В эту арочку, так скажем, тоже вяжем 1 столбик с одним накидом. И теперь я буду присоединяться во вторую петлю воздушным подъемом. 1, 2. Но я уже буду захватывать не серую нить, а присоединю желтую. То есть соединяться я буду уже желтой нитью. Дальше будем вязать низ нашего платья. Делаем 3 воздушные петли подъема. Желтую ниточку желательно сразу ввязать. Серую можно, кстати же, уже отрезать. Мы ее потом закрепим. Итак, связали 3 воздушные петли подъема, и в эту же петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Делаем 2 воздушные петли, и в следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Дальше пропускаем 1 столбик основания, и в следующий вяжем опять 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Опять вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующую петлю вяжем также 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Опять пропускаем 1 петлю, 1 столбик вот этот основание, и в следующую вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Опять 2 воздушные петли, и в следующую петлю 3 столбика с одним накидом. И так мы будем вязать до конца ряда. 2, 3. Три столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, и в следующую петлю также 3 столбика с одним накидом. Потом пропускаем 1 столбик основания и опять вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, и в следующий столбик опять вяжем 3 столбика с одним накидом. Пропускаем. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, и в следующую петлю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пропускаем петлю основания, и в следующую вяжем также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, и в следующий столбик вяжем также 3 столбика с одним накидом. 1,
2, 3. Довяжите так до конца ряда. Довязала я этот ряд. Здесь должна остаться одна петля, но мне осталось 2, но этого ничего в этом страшного нет. Присоединяемся 1, 2, 3 в третью петлю подъема. И так как наше вязание должно начинаться с арки, нам нужно перейти к этой арочке. Переходим с помощью соединительных петель. То есть входим в столбик и вяжем соединительную петлю. И в следующий. То есть у нас получается 2 соединительные петли. Дальше вяжем под арку еще одну соединительную петлю и 3 столбика, 3 воздушных петли подъема. Сюда вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. И сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Дальше переходим к следующей арочке. То есть будем вязать не сюда, а вот именно где у нас арка из 2 воздушных петель. И сюда вяжем опять 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И сюда же 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Опять 3 столбика с одним накидом в эту арку сначала. 1, 2, 3. Затем 2 воздушные петли. И сюда же 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. И таким образом нам нужно довязать до конца ряда. То есть вяжем именно под эти арочки из 2 воздушных петель. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и опять 3 столбика с одним накидом. Так до конца ряда. Итак, довязала я второй ряд, присоединяюсь в третью воздушную петлю этого ряда. Все остальные ряды будут вязаться так же, как второй ряд. Сначала присоединяемся к третьей воздушной петле, потом с помощью соединительных петель мы продвигаемся к нашей арке. И вяжем все ряды, как второй ряд. 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом. Так как нам 3 петли воздушные подъема заменяют 1 столбик, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Затем в следующую арку вяжем точно такую же комбинацию. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли и еще раз 3 столбика с одним накидом в эту же петлю. 1, 2 и 3. То есть вяжем только вот за эти арочки. В общей сложности нам нужно связать таких 9 рядов. 2
Первый и второй мы уже связали. Нужно связать еще 7 таких рядов. Я свяжу 7 рядов и вернусь к вам. Покажу, как я присоединяла здесь серую нить. Итак, я провязала 9 рядов нашим узором. Теперь я хочу один ряд провязать пряжей серого цвета. Но если мы ее присоединим после того, как мы присоединимся в третью петлю, воздушную петлю подъема, здесь будет видно серую нить, так как нам нужно дойти до верхушки. Поэтому сначала с помощью соединительных петель мы продвигаемся к нашей арке. И вот теперь здесь присоединяем нить серого цвета. Раз, два, три. Все. И перехода у нас уже не видно. И продолжаем вязать, как вязали, узором. Раз, два. И этот ряд довязываем серой пряжей. Ниточки мы потом все спрячем. Довязала я этот ряд, присоединяюсь в третью петлю этого ряда, сделаю соединительную петлю, чтобы более так закрепить, и обрезаю нашу нить. Вводим эту нить назад. Здесь я ее закреплю, потом вдену в иголку нить и протяну вот здесь вот за петлями, как вот эту. С желтой нитью поступлю точно так же. Теперь нам нужно обвязать рукава желтым цветом, если хотите, можете оставить так. И обвязать кокетку и сделать петельки под наши пуговички. Итак, вставляем крючок вот сюда, присоединяем желтую нить, делаем воздушную петлю, и теперь каждый столбик вяжем столбики без накида. Нить вот эту сразу ввязывайте в вязание. Смотрите, чтобы платье было на лицевой стороне. Для меня лицевая сторона — это когда первые вот эти столбики нашей кокетки, они лицевые. То есть, видите, следующие, они как изнаночные, они более выпуклые. Вот, мне больше нравится, когда вот так, и я считаю это за лицевой ряд. Ну и тем более все ниточки находятся с этой стороны, как бы так тоже можно сориентироваться.
Обвязываем до... Вот здесь мы начали, и вот здесь нужно закончить. Закончила я почти обвязку. Угу. Отрезаю нить. Так, ниточку я сюда выведу, закреплю ее здесь. И потом с помощью иголки здесь так вот протяну. Так, ну второй рукав провяжите, обвяжите точно так же. Так, ну нам теперь осталось сделать обвязку и петли под пуговицы. С лицевой стороны давайте присоединимся сюда. Тут, в принципе, не важно, можно где-то здесь присоединиться. Я буду делать желтым цветом, как вы уже заметили. И столбики делаем обвязку столбиками без накида. Так, второй. Сделаем петлю в начале под пуговичку и, наверное, вот здесь. Так, да, получается второй, третий. Да, вот здесь и сделаем. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Да, так будет достаточно, я думаю. И так сделали. Это петля под пуговицу. Следующую вяжем столбик без накида. И так провяжем до первого ряда кокетки. Так. Давайте провяжем вот до сюда. Привязала до первого ряда кокетки. Также делаю 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот в этот, вот первую у нас, которая 3 воздушных петли, 2, то есть подъема, мы прям туда вывязываем столбик без накида. Следующий вывязываем уже в петли первые, которые мы набирали воздушные, прям в них. Тут я не думаю, что прям сильно так. И еще сюда же одну. И теперь вот в каждую полупетлю воздушную, которую мы набирали, вяжем столбиками без накида. Ужасно скрипит она, конечно, эта пряжа. И так по всей кокетке.
Я довязываю обвязку. Так. Сюда и сюда. Обрезаю нить. И присоединяюсь вот к первой петле. Вывожу нить сюда. Какая она тугая получилась. Переворачиваю. И откуда выходит петля, нить, ввожу крючок за полупетлю и вытягиваю ниточку наизнанку. Там я ее закреплю. Сначала крючком поменьше, а потом за счет иголки вот так вот ее проведу вот здесь. Вот что у нас получилось. В принципе, наше платье готово. Нам осталось пришить пуговицы, вдеть ленточку, ну и, конечно же, пришить сюда какой-нибудь декор, если хотите. Обязательно постираю, отглажу, пришью все элементы. Спасибо, что связали это платье со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Буду очень благодарна вам за поддержку.